Привет. Ну что, продолжаем рассматривать фреймворк FastAPI. Соответственно, сегодня у нас будет рассмотрено пайдантик, зачем он нам нужен, как нам принимать, отдавать, принимать запросы, отдавать ответы на сервере с помощью FastAPI, какие эти запросы могут быть, какие могут быть ответы, соответственно, где найти информацию по всему этому добру. Вот, и напишем небольшой кусочек кода, который нам позволит принимать информацию о пользователе, соответственно, потренируемся с пайдантиком и так далее. В общем, так скажем, запрос-ответ строить. Вот. Значит, я внес, как и обещал, небольшие изменения. Сейчас расскажу, что у нас здесь появилось нового, что я изменил. Расскажу, объясню, зачем это нам нужно, и мы продолжим. Значит, у нас такая получается история. Значит, смотрите. У нас был файл main, в котором у нас содержались и функции, которые, да, мы принимаем, и так, запросы, файл мы писали, как файлы принимать и так далее. Значит, что я сделал? Я создал еще один файл, который назвал API PY. Соответственно, туда я перенес наши функции, которые позволяют нам принимать запросы. Я вынес их из файла main.py. Далее я создал еще один файл, назвал его schemas, и там мы будем писать пайдантик модели. Для чего это нужно, чуть-чуть попозже. Так, значит, какие у нас здесь есть изменения? И для чего это сделано? Во-первых, это сделано для того, чтобы было понятно, где у нас есть сами endpoinты, наши контроллеры, так скажем. И, соответственно, у нас их может быть энное количество. Мы можем их разбивать на разные файлы. У нас могут быть разные пути, много URL, много endpointов. И, соответственно, всех их держать в одном файле это не совсем удобно. Поэтому мы можем разбивать их на каталоги, на файлы и так далее. И суть такова, чтобы рассмотреть, как нам это потом все объединить, и наши URL, соответственно, наш главный app, который наследуется, не наследуется, а объект FastAPI, чтобы он понимал все наши URL и принимал их, мог их обрабатывать. Соответственно, найти ту функцию, которая отвечает за данный путь. Соответственно, что я сделал? Из FastAPI я импортировал API Router. Данный класс, он похож на класс FastAPI, он точно так же в принципе работает, но он предназначен именно для построения вот этих раутов. Данный объект я назвал Video Router, и просто вместо app, который здесь у нас был в декораторе, я написал Video Router, то есть, так скажем, переименовал его и, соответственно, изменил сам класс, который мы наследуем. Далее в main.py, чтобы подключить данный раутер, который у нас находится в файле API, чтобы у нас вот эти функции работали и FastAPI мог их обрабатывать, я у нашего app вызываю метод, который называется includeRouter. Импортирую из файла API наш видео-раутер и передаю в includeRouter. Таким образом, мы подключили эти URL к нашему основному апу, то есть именно тому объекту, который у нас создается от FastAPI. Таким образом, мы можем разделять URL, да, мы можем их разделять, писать функции в разных файлах, и, соответственно, все это добро у нас будет объединяться и работать. Мы в будущем еще рассмотрим дополнительные варианты, как мы можем работать с URL, как мы можем их еще больше дробить, какие данные мы можем туда передавать, какую, так скажем, полезную нагрузку, какие-то информацию можем передавать. Также будем рассматривать, как это использовать вместе с зависимостями. Что такое зависимости, мы тоже будем, ну, попозже там в следующих стримах рассматривать. В общем, мы к этому еще будем возвращаться. Главное понимать, что мы можем их разделять. То есть не обязательно, чтобы у нас все это было в одном файле. И не обязательно, чтобы вот FastAPI мы только создавали. Здесь у меня ничего не менялось в самих функциях, которые мы описывали, у меня ничего не менялось. Значит, кроме как самого
имени декоратора, который наследует другой класс. Вернее, создает этот объект от другого класса. Хорошо. Какая у нас сегодня стоит перед нами задача, и что мы будем делать, и чем мы будем пользоваться? Значит, смотрите. Мы, когда загружаем с вами видео, да, мы хотим еще передать название данного видео и, к примеру, какое-то описание к этому видео. Соответственно, мы должны это передать на сервер и потом сохранить этот данный файл, мы это уже умеем делать. Соответственно, нам нужно как-то обработать эти данные от пользователя, который он будет передавать. Я сейчас покажу, как бы мы могли это сделать, так скажем, изначально попробовать сделать, и к чему это может привести, и, в общем, как решить эту проблему, и почему эта проблема возникает. Сейчас вы все поймете. Значит, смотрите. Давайте будем размышлять следующим образом. Так как мы работаем с REST API, значит, у нас должен быть некий JSON. Мы должны передавать некий JSON. Или мы можем передавать форму. Значит, как мы работаем с JSON в FastAPI? Для того, чтобы сериализовать данные и десериализовать данные, то есть проверять ту информацию, которая нам приходит с клиентской стороны, мы для этого используем такую библиотеку, которая называется PyDantic. С помощью PyDantic мы описываем классы и указываем свойства данного класса и какому типу эти свойства принадлежат. Таким образом, мы в виде классов Python описываем как бы сам JSON. Значит, смотрите, какой здесь у нас принцип. Мы из библиотеки PyDantic импортируем base model. Это базовая модель самого PyDantic классов. Соответственно, в самом PyDantic у нас эти классы называются моделями. Не путайте их, пожалуйста, с моделями, которые мы описываем как модели для ORM, когда работаем с базой данных. По этой причине я и называю данный файл schemas, то есть это схемы у нас. Соответственно, чтобы не путать модели для базы с моделями для пайдантика. Вот. Соответственно, я их называю схемами. В будущем, если вы будете меня слушать, чтобы вы понимали, что я имею в виду, когда говорю схема. То есть схема это будет у нас пайдантик модели. Вот. А модели, которые у нас для работы с базой данных, мы так и будем их называть моделями. Там ничего не меняется. Просто чтобы у нас не возникала с вами путаница в понимании друг друга. Значит, как это у нас может выглядеть? Мы объявляем какой-то класс, к примеру, я его назвал upload video, наследовался от base model, и далее я описываю свойства и передаю тип, какой это у нас тип данных. К примеру, это у нас строковый. Также у нас есть, мы можем применять все типы данных, которые у нас есть в самом питоне. Также мы можем применять типы и описывать теми типами, которые у нас есть в тайпинге питона. К примеру, мы можем использовать лист. Но если, к примеру, мы с вами указывали некие теги и хотели передать лист, да, строк, то мы бы, в принципе, сделали с вами вот таким образом. И импортируем это добро из typing. Это у нас лист. И вот мы будем принимать лист, значит, данных строк. Также у самого пайдантика есть энное количество встроенных его типов для работы. В документации пайдантика они описаны. В принципе, можете найти, почитать, посмотреть, что у него есть и чего у него нет. Их очень много, все рассматривать мы просто физически не сможем. По ходу, так скажем, развития проекта мы их затронем. Но, значит, смотрите, для чего нам еще нужен пайдантик. Я говорил о том, что он может проверять те данные, вернее, он проверяет те данные, которые у нас приходят с клиентской стороны. Соответственно, он их валидирует. Каким образом? То есть, если, к примеру, мы с вами будем передавать наши теги не как список строк, да, а, к примеру, как список чисел, вот здесь как раз у нас возникнут, так скажем, некоторые условности. Или, к примеру, мы просто захотим передать чисто строку. Здесь у нас как раз будут срабатывать валидаторы нашего пайдантика, которые не позволят нам принимать информацию таким образом. То есть он именно валидирует эти данные. Соответственно, мы можем пользоваться как встроенными валидаторами в Pydantic, так и писать свои. Как это делать? Есть на данном канале
плейлист по FastAPI, начальный, так скажем, введение FastAPI, знакомство с его базовыми возможностями. Там это рассматривалось. Если что, можете посмотреть. То есть я основываюсь уже на том, что было, я иду дальше. То есть если вам чего-то не хватает, посмотрите сначала те видео, там их немного. Итак, значит, что у нас получается? Давайте мы попробуем для, так скажем, эксперимента, для примера, воспользоваться данным классом и посмотреть, что он из себя представляет, что оно нам дает. Как им пользоваться. Значит, смотрите, мы опишем еще одну функцию. Значит, пишем наш декоратор. Ага. Сейчас, секундочку, я сделаю PyCharm. Вот так. Вот. Значит, описываем нашу функцию. Пусть будет пока что это у нас метод post. По, значит, URL у нас будет, к примеру, info. Да? Далее мы пишем нашу функцию, также async. Это будет у нас, к примеру, что это будет у нас? Info, к примеру, set. И мы будем с вами возвращать некую информацию. Значит, каким образом теперь нам воспользоваться нашим вот этим классом для того, чтобы принимать информацию от пользователя и ее валидировать? Значит, в данный файл я импортировал из наших схем класс upload video. И теперь мы можем указать его как тип нашего аргумента функции. То есть мы пишем upload, извините, не upload файл, а upload видео. То есть точно так же, как мы указывали для наших аргументов при загрузке видео или при загрузке файлов, списка файлов, его тип, и затем мы указывали, что это такое, да, то есть мы именно ожидаем файл, то здесь мы просто указываем нашу модель пайдантика. Таким образом, у нас, во-первых, выстроится и документация в автодокументация, и, соответственно, будут валидироваться наши данные. И давайте здесь мы, к примеру, будем с вами возвращать наше инфо. Просто сам аргумент, когда к нам уйдет этот запрос. Сервер у меня запущенный. Давайте перейдем в нашу документацию. Сейчас я включу Chrome. Обновим. Видим, у нас есть еще один URL, info называется. Если мы посмотрим, то видим, что здесь у нас с вами в автодокументации сразу указывается наши с вами свойства и указан тип, который мы хотим здесь принимать. Если вы посмотрите, то text у нас как раз и есть список неких строк. Давайте мы попробуем отправить этот запрос, просто отправить, как он есть. И видим в наш с вами ответ. То есть это тот же самый JSON, который мы с вами отправили. Теперь давайте мы попробуем здесь отправить не в тегах, не списочек, а просто строку. Поправим наш запрос. Выполним. И как видим, у нас происходит проверка, валидация и говорит о том, что значение нашего поля, которое мы передали, оно не валидно листу, то есть это не лист. У нас должен быть там список. Мы с вами передаем не список, а просто строку. Соответственно, из-за чего Pydantic на нас и ругается. То есть он автоматически выдает ошибку о том, где произошла данная сбой данных, да, то есть это вот указано у нас текст, и, соответственно, что за ошибка. Таким образом, мы можем с вами валидировать наши данные. Вот для чего мы применяем с вами Pydantic. Также для того, чтобы какие-либо данные Python, то есть из типов данных Python, преобразовать в JSON и отдать их на клиентскую сторону, мы тоже будем с вами использовать
Pydantic. Давайте посмотрим, как это будет происходить. Открываем PyCharm. Так, открываем PyCharm. И давайте здесь я скопирую данную функцию. И здесь мы сделаем не post, а get запрос. Напишем, что это info-get. Соответственно, мы с вами ничего не будем принимать. И мы хотим отдать теперь нашу информацию в виде JSON. Что мы можем с вами сделать? Самый простой вариант, который мы можем сделать, мы можем написать словарь, указать некий ключ, к примеру, пусть будет это у нас info, да, и сказать, что здесь у нас есть некий, к примеру, name. Ой. Далее мы скажем, что у нас есть просто некий int и передадим некое число. Просто обычный словарь, где мы указали с вами ключи и их значения. Давайте вернемся в нашу документацию и посмотрим, что у нас из этого вышло. Есть метод get. Выполняем его. И видим с вами, что у нас info это некая строка name, а int это некое значение 3. То есть наш словарь был автоматически преобразован в JSON, и все у нас хорошо работает. Но для чего нам тогда модели? К примеру, у вас есть абсолютно разные данные, как они могут забираться из базы данных. Вы можете каким-либо образом эту информацию получать из разных источников. Соответственно, вам нужно их объединить, описать и выдать. То есть, к примеру, если бы у вас было, грубо говоря, 20 полей, которые вы будете возвращать, вам бы приходилось в виде словаря их описывать и возвращать, что не есть удобно. К примеру, скажем, что у нас с вами есть некая переменная title, которая будет в себе хранить информацию, ну, к примеру, тест. Соответственно, у нас есть вторая переменная, назовем ее desk, которая будет также хранить в себе некую строку, и пусть это будет у нас description. Теперь мы хотим эти данные отдать на клиентскую сторону. Что мы можем с вами сделать? Мы можем сделать с вами следующее. Мы можем взять нашу модель upload видео и, соответственно, передать туда эти данные. То есть указать, что title у нас равен title, так, давайте я вспомню, как оно у меня написано. А description равен desk. Теперь давайте посмотрим, что у нас произойдет на клиентской стороне. Обновляем и пытаемся выполнить запрос. Как видим, мы получаем с вами ошибку. По какой причине у нас возникает данная ошибка? Давайте посмотрим. Если мы откроем с вами терминал, мы увидим, что наш Pydantic, так, не видно, да? Сейчас я отключу сервер. Вот теперь видно. Что мы пытаемся передать модель Pydantic, да? И у нас идет валидация, что у нас нету с вами тегов. То есть мы с вами не передали теги, поле тегов. И, соответственно, даже здесь мы с вами свалидировали эти данные, и они не отработали. То есть, таким образом, эта валидация работает и с серверной стороны, и с клиентской стороны, когда передается. Давайте, чтобы сделать данные теги необязательными, мы можем поставить значение по умолчанию. То есть, в принципе, мы можем указать none, что будет говорить, что, в принципе, данное свойство, оно не обязательное. То есть, мы сделали его каким-либо, заполнили какими-либо данными. В нашем случае это просто none. То есть, оно может отсутствовать. Так, вернемся в нашу документацию. Попробуем выполнить запрос еще раз. И как видим, теперь нам возвращается эта информация. У нас есть наш title description. И, соответственно, теги у нас с вами просто пишется, что они null, то есть пустые. Вот таким образом мы можем преобразовывать эти данные. В общем,
разобрались. Надеюсь. Так, возвращаемся в наш код. Это была демонстрация, то, для чего нам, в принципе, может понадобиться пайдантик. Зачем он нам вообще нужен? Здесь мы плавненько подошли к следующему вопросу. Значит, запросы, то есть наш request. Как мы знаем, мы можем принимать вот файлы, мы можем принимать некие, давайте я, наверное, код верну, для того, чтобы он был перед глазами. Мы можем принимать информацию как некие pydantic модели, то есть мы ожидаем JSON. Соответственно, мы можем это добро, я имею в виду информацию с клиентской стороны, принимать абсолютно разными способами. Также это было видео по FastAPI на канале, они есть, посмотрите, там разные возможности у FastAPI, как он может принимать эти запросы для тела, соответственно, запроса для get, post и так далее. Если мы посмотрим в документации, здесь для request и для респонса посвящено очень много-много информации. Находится оно в разделе Tutorial User Guide. Соответственно, начинается с параметров пути, вот query parameters и request body у нас идет, то есть как это может выстраиваться. И дальше response. Чтобы вы понимали, мы можем с вами принимать, во-первых, разную информацию с клиентской стороны. Это могут быть формы, да, обычные. Это может быть JSON, это может быть файлы и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, отдавать информацию, то есть делать респонс, мы можем точно так же разная информация. Это может быть JSON, это могут быть файлы, это может быть потоковый, ну, то есть стриминг какой-то, это может быть XML, HTML, это что угодно может быть. То есть все это в FastAPI встроено, потому что это встроено в сам фреймворк Starlet. Вот. Также, если мы говорим уже о запросах и ответах, то веб-сокеты поддерживаются и так далее. То есть возможностей много. Если вам что-то нужно, идите, посмотрите в документацию, каким образом это можно отдать. Но есть одна интересная, так скажем, тонкость, нюанс. И давайте мы его как раз рассмотрим. Значит, каким образом, повторюсь, принимать данные с клиентской стороны, как отдавать, рассматривались в видео, поэтому вот будет интересно посмотреть их. Там более подробно это все рассматривается. Значит, суть какова? У нас есть с вами задача. Когда мы принимаем файл, вот, мы хотим с вами принимать информацию о данном файле, то есть его название и описание данного ролика. Соответственно, мы передаем сам файл, как форму, да, через форму. Вот, если мы посмотрим, вспомним нашу документацию, давайте мы в нее заглянем еще разочек, чтобы освежить это в памяти. Значит, вот здесь мы с вами отправляем файл, он у нас работает как форма. То есть мы загружаем, подключаем некий файл, нажимаем загрузить, и он у нас загружается. Давайте проверим. У нас сейчас нету там проверки на какой конкретно файл, то есть расширение мы работаем, поэтому я могу отправить картинку. Видим, вот, убежала наша фотография. Соответственно, вот она здесь появилась. Это как раз превьюшечка к данному стриму. Так вот, у нас теперь есть с вами задача. Нам нужно передать эту информацию. Значит, зачем я так долго об этом рассказываю, вместо того, чтобы просто показать? Хорошо, давайте покажем. К примеру, мы с вами хотим сделать следующим образом. Мы скажем, мы будем принимать некое инфо и принимать некий информацию upload видео. Да? То есть это у нас, к примеру, инфо, upload видео, это информация вот этой схемы. Давайте теги отсюда я удалю, чтобы они нам не мешали. Соответственно, мы будем принимать некий title description, а здесь будем принимать файлик. И все у нас будет, в принципе, хорошо работать. Давайте проверим. Обновляем страничку. Смотрим, что у нас появилось инфо. Замечательно, документация его ловит. Вот, пожалуйста, мы будем передавать некий JSON, оставляем его по умолчанию. Берем файлик, отправляем запрос и получаем ошибку.
Ошибка говорит о следующем, что инфо мы с вами пытаемся передать как дикт. И если мы с вами посмотрим вот сюда, смотрите, мы передаем JSON, мы передаем form data, вот наш инфо, а вот наш файл. И нас благополучно с вами посылают с ошибкой. Говорят, нельзя так делать. Соответственно, как решить данную проблему? И почему она возникает? Потому что мы с вами пытаемся передать и, грубо говоря, и форму, и JSON одновременно. Что, насколько мне известно, протокол HTTP нам запрещает делать. Соответственно, как нам передать вот эту информацию вместе с нашим файлом? Мы бы могли с вами поступить следующим образом. Просто сделать два endpoint. Ну, к примеру, у нас была бы форма, состоящая из двух этапов. То есть первое, мы, к примеру, описываем имя и там описание, указывая, нажимаем «Далее». У нас ушла форма, где-то это запомнилось. Следующим у нас идет загрузка видео, и в принципе мы можем отправить некую, так скажем, полезную для нас нагрузку, о каком видео сейчас идет речь, к какому тайтлу оно принадлежит, и потом это комбинировать. Но все это больше похоже на большой костыль, чем на решение данной проблемы. Вот. В некоторых случаях это, конечно же, оправдано, но в нашем случае это абсолютно выглядит как большой костыль. Соответственно, мы здесь с вами поступим немножечко по-другому. Значит, давайте попробуем принять эти данные. Каким образом мы можем это сделать? К примеру, пусть будет у нас некий тайтл, который будет у нас форм. Значит, данный форм мы должны импортировать из FastAPI. Вот таким образом, форм. И у нас с вами есть description. Давайте мы его сюда тоже припишем. Это тоже наш будет форм. То есть таким образом мы говорим о том, что мы будем принимать дополнительно еще каких-то два поля вместе с нашим файлом. То есть по сути это похоже на то, если бы мы с вами просто передавали обычную HTML форму. Вот на что это похоже. Так, что я еще хотел сказать по этому поводу? И, соответственно, здесь мы можем указать, точно так же, как указывали в файле, троеточие, и сказать, что это, к примеру, поле у нас обязательное. Вот. Мы можем указывать в самой форме, если мы заглянем вовнутрь, у нас есть здесь n количество аргументов, которые мы можем передавать. Поэтому здесь я как бы не рассматриваю то, что мы можем передать. Это все описано в той же самой документации. Вот. И поэтому нет смысла. Значит, мы можем передавать любую информацию, делать их обязательным, необязательным и так далее. Так, теперь давайте посмотрим, работает ли наш запрос теперь. Переходим в документацию. Оп, это, конечно, интересненько. Где-то где-то я налажал. Где-то я налажал. Станислав, привет. Так, давайте и сейчас буду разбираться, где это я. Понятно. Извините, пожалуйста, я не совсем правильно написал. Здесь мы указываем тип и через равно указываем, что это у нас форма. Совсем замотался. Соответственно, точно так же, как мы сделали с файлом. Мы указали аргумент, дальше мы указали какой-то тип и через равно указали, да, что мы с вами ожидаем. То есть это файл. Здесь мы указали аргумент, указали, что это строка и что это у нас будет форма. Так, сейчас я... Ага, сервер запустился, отлично. Переходим в документацию. Так, и теперь у нас на нашем запросе мы видим, у нас есть title, description и файл. Давайте попробуем отправить. Соответственно, давайте здесь напишем некий тест. Здесь, я не знаю, message напишем и выберем некий файлик. Вот давайте такой файлик выберем.
и нажимаем «Отправить». Как видим, нам возвращается наш имя файла, то есть у нас не произошла ошибка. Так, хорошо. Вот эти данные у нас с вами поступили, то есть мы их приняли. Что теперь нам нужно сделать и как нам с ними работать? Давайте сначала попробуем понять, что это у нас такое. Значит, для самого банального простого примера мы возьмем, выведем наш title в консоль, наш терминал, и посмотрим, что же такое title. Я не буду переходить на показывать вам документацию, я просто отправлю тот же запрос, и мы посмотрим. Так, оно видно? Видно, да. Видите, у нас пишется тест. То есть это просто текст. Если мы попробуем узнать, что это у нас за тип данных, мы увидим с вами, что это класс строки. Все очень просто. То есть мы указали, что мы ожидаем строку. Мы приняли строку. Напишем, что мы ожидаем число. Нам придет число. То есть все очень просто. Теперь, зачем нам здесь все-таки Pydantic модель? Но мы же хотим с вами валидировать наши данные. Правильно? Да, нам пришлось это обработать в виде формы, потому что по-другому мы с файлом не можем работать. Соответственно, нам нужно теперь эти данные валидировать. Что мы можем с вами сделать? Мы можем сказать, что у нас есть некая переменная info, в которую мы положим информацию. Мы будем использовать наш класс upload video, куда мы с вами передадим наш title и передадим наш description. Вот. Передадим их как именованные аргументы. Description, наш description. И теперь наша инфо давайте мы вернем вот здесь. Пусть будет так и называться info. И передадим нашу переменную info. Теперь перейдем в документацию и попробуем все это добро отправить. Обновим страничку. Для пущего эффекта, как говорится... Ой-ой, забыл, как писать буквы. Так, загружаем некий файлик. Выполняем запрос. И вот, пожалуйста, имя нашего файла, info. И вот в наше info, видите, идет вложенность, наш title и description. Таким образом, мы с вами передали форму и ее валидировали. Вот и все очень прекрасно. Давайте теперь сделаем так, чтобы у нас форма была неправильная. Ну, то есть мы передали неправильные данные и, соответственно, посмотреть, сработает ли наш валидатор. А то, когда показывает, что все хорошо работает, а потом вызывается ошибка, в принципе, почему у него работало, а у меня не работает. Давайте мы попробуем реализовать такую ошибку. Значит, что мы можем сделать? Помним, здесь у нас были с вами теги, да? Вот давайте мы сделаем следующим образом. Мы скажем, что вот этот str, это не наш description, это некий лист. К примеру, мы будем ожидать с вами лист здесь. А по сути мы будем передавать с вами просто строку. То есть в Pydantic модели у нас ожидается лист строк. Здесь мы передаем просто строку. И теперь мы посмотрим, что у нас из этого выйдет. Возвращаемся в нашу документацию. Обновим это добро. Здесь напишем любую белиберду. И выполним запрос. И здесь мы с вами очень серьезно схлопотали и получили вообще ошибку 500. Значит, давайте разбираться, в чем наша ошибка. Так, видно ее? Не видно. Отключим сервер. И как, если мы посмотрим, то именно сам валидатор вот здесь у нас падает, рушится и говорит, что мы передаем не те данные. Вот, то есть у нас вызывается 500 ошибка, но не вызывается ошибка, да, так скажем, валидации. И, соответственно, мы не получаем ошибку валидации, то есть пользователь видит просто 500 ошибку, но не видит именно, где произошла ошибка. То есть здесь происходит, как бы, мы не даем ответ пользователю, верный ответ пользователю, то есть что он там налажал. Давайте наш description мы переименуем, извините, переименуем, переобразуем, к примеру,
числа и попробуем поработать с числами. Сейчас вы поймете, зачем я это все показываю. Перезапускаем наш сервер. Я просто отправлю тот же самый запрос, но смотрите, я передаю в description именно строку. Я передаю не число, а строку. Выполняем запрос. И точно так же мы получаем с вами 500-ю ошибку. Вот. То есть здесь уже идет, так скажем, тот момент, что когда мы с вами создаем именно, пытаемся создать объект, да, Pydantic модели, здесь происходит уже внутренняя ошибка кода. То есть здесь не будет вызываться именно, так скажем, вот эта валидация. Но зачем я показываю вам эти числа? Значит, смотрите. Помните, у нас, давайте я здесь напишу некое большое число, не суть важно какое, давайте поменьше вот так. То есть мы будем передавать с вами число, но если посмотрим сюда, здесь у нас это строка. Мы ожидаем с вами строку. Мы же можем числа передать строкой? Конечно, можем. Соответственно, мы передаем эту, получается, строку из чисел в наш Pydantic модель, наш description, а здесь у нас указано, что это должны быть числа. Давайте я теперь выполню данный запрос. Если вы обратите внимание, ошибки у нас нету. Перейдя сюда, мы увидим, что вот здесь у нас с вами числа. То есть Pydantic сделал следующим образом. Он увидел, что это строка. Ожидаются числа. Он попытался перевести строку в числа. У него это получилось. То есть мы можем преобразовать это в числа. И вернул нам именно числа. То есть в таком формате, в таком ключе Pydantic понимает, умеет с этим работать. Вот. Что делать, если вам нужно, так скажем, принять отсюда от пользователя с формами данные, но данные будут невалидны, так скажем, не того формата, который вы ожидаете. Все очень просто, пусть передают правильные данные. Соответственно, если у вас возникает некая какая-либо ошибка, или вы знаете, что эта ошибка может возникнуть, ну, к примеру, у вас передадутся вместо ожидаемых, я не знаю, списков, да, у вас там передается, просто может передаться строка. Соответственно, вы можете описать это в валидаторах. Вот, как это обрабатывать. К этим сложным запросам мы еще будем в будущем возвращаться, когда будем работать с оценками, там, с комментариями и так далее. В общем, суть ясна. Таким образом, мы можем принимать от пользователя данные и валидировать. Что здесь можно валидировать и зачем нам не просто тип проверять, а для чего это нам может понадобиться. К примеру, у нас с вами может быть определенно, ну, грубо говоря, запрещенные слова. Да? То есть мы не можем, мы хотим, чтобы у нас не было, к примеру, мата. Ну, к примеру, да, каких-то слов. Соответственно, мы можем в самом Pydantic прописать валидатор, который бы проверял, есть ли в заголовке матерные слова. Если они есть, соответственно, мы выбьем ошибку о том, что извините, но у вас там нецензурная брань, и все, запрос не проходит. Понимаете? То есть Pydantic нам позволяет вот именно проводить некую валидацию такую. То есть здесь уже фантазия может играть абсолютно как хотите. Давайте продолжим разбираться с Pydantic и с нашими теперь респонсами. Значит, мы поняли, как мы можем, в принципе, принимать запросы. Вот, у нас их достаточно обширная, так скажем, база возможностей. Соответственно, давайте разберемся с ответами. К примеру, вот здесь мы с вами отдаем некое вот инфо. Давайте я удалю данную функцию с запросом, она нам теперь не нужна. Но будем отдавать ответ. Значит, какое? Здесь у нас будет с вами некий URL, который будет называться видео. Что я хочу сделать? Я хочу сделать такую заглушечку, демо, так скажем, что мы отдаем некую информацию о самом пользователе, о данном видео, да, то есть, к примеру, у нас есть имя пользователя, да, его, к примеру, ID, вот, у нас есть информация о самом видео, ну и как бы само видео, да, то есть какой у нас может быть респонс и в чем здесь нам может помочь или для чего нам здесь нужны Pydantic модели, как мы можем с ними здесь взаимодействовать. Значит, суть какова? Давайте мы сначала
опишем наши Pydantic модели. Что мы хотим с вами видеть? У нас есть уже вот upload видео, некая модель, где у нас есть title и description. Давайте также мы опишем некую модель, назовем ее user, также наследуемся от base model. Здесь мы укажем, что у нас есть некий ID, это будет единичка, и есть некий name. Это будет у нас, с единичком, извините, это у нас int. Вот, и name это у нас некая строка. И вот есть upload видео. Теперь мы хотим с вами сделать следующее. Отдавать эту информацию, обобщенную информацию. Вот, пожалуйста, user, вот, пожалуйста, информация видео и так далее. Значит, как мы можем это сделать? Смотрите. Мы можем создать с вами третий класс. К примеру, назвать его getVideo, да? То есть мы его отдаем как бы. Соответственно, мы можем наследоваться также от базовой модели и сделать следующее здесь. User. И это будет наша модель юзера. А видео это будет наша модель upload видео. И таким образом мы с вами описали Pydantic модель, в которой у нас для наших свойств используются другие Pydantic модели. Вот. То есть, чтобы не повторять вот эту информацию, так скажем, да, мы можем реализовать это таким образом. Что это нам дает? К примеру, здесь вы будете принимать данные из базы данных, к примеру, здесь тоже, и это будет все сериализовано и обработано. Вот, пожалуйста, этой моделью. И вы не задумываетесь, каким образом оно все это внутри выстроит за вас, это сделает Pydantic. Как работать с базой данных и Pydantic, соответственно, мы будем разбирать на следующем стриме, когда будем с вами подключать базу данных, подключать ORM и смотреть вообще, как с этим добром работать. Вот. Хорошо. Теперь у нас есть user и upload видео, и есть класс getVideo, который возвращает эту информацию. Давайте импортируем наш getVideo. И теперь вот здесь в нашей функции назовем ее getVideo теперь, чтобы она у нас хорошо называлась. Мы будем эту информацию отдавать. Мы пока что сделаем ее, ну как, заглушечкой. То есть не ту информацию, которую, конечно, нам передают, да, а просто какие-то демо-данные. Значит, как у нас это может быть, как это у нас может выглядеть? Вот, пожалуйста, у нас есть некий title и description. Давайте мы из него сделаем с вами словарик. Какой-то словарь будет. Давайте мы его назовем с вами видео. Это будет у нас словарь, у которого будут данные ключи и значения. Соответственно, сейчас я быстренько преобразую это все в словарь. Ой, все сломал. Хренам. Так. И сделаем также пользователя. Будет у нас некий юзер. Это будет у нас точно так же, к примеру, какой-то словарик. Значит, у него будет, соответственно, ID. Ну, к примеру, 25. И, соответственно, у него будет некий name. Ну, к примеру, пипец. Вот. Есть у нас такой пипец на канале. Пусть поучаствует у нас в стриме. Так, теперь какая у нас с вами стоит задача? Наша с вами задача это вот это все добро передать вот в модель getVideo. Значит, что мы с вами делаем? Убираем вот эту штуку. Пишем нашу модель getVideo и говорим, что мы хотим передать юзера и хотим передать видео. Но у нас с вами, соответственно, будет происходить ошибка. Мы не можем так делать. Как мы можем это передать? Соответственно, Python нам позволяет передавать аргументы, да, через звездочки. Помним. То есть словарики, именованные наши аргументы. Вот. Мы передадим эти данные, наши словари, именно как именованные аргументы, то есть развернем их, ох ты, боже ты мой, раскроем. Давайте посмотрим, получилась ли у меня данная махинация.
Так, переходим в нашу документацию. Так, это вот у нас URL видео. И давайте попробуем отправить запрос. И мы получаем с вами 500-ю ошибку. Давайте разбираться, почему так произошло. В принципе, все же нормально было. Посмотрим на саму ошибку. Так. Ее опять не видно. Так, видно. Смотрим. У нас есть... у нас не прошло 2 валидации, да, 2 ошибки у нас с вами. Это на user и на видео. Смотрим, что мы с вами ожидаем. Мы с вами ожидаем модель юзера и модель, значит, боже ты мой, upload видео. Смотрим на наши с вами эти свойства ID name, title description. Здесь у нас user и здесь у нас видео. У нас есть ID name, все верно, title desk. Видите как? Description должен быть. Давайте мы переименуем наш description. Оп. Переименовываем. Запускаем данное добро и пробуем отправить запрос. Все равно ошибка. Не проходит валидацию. Так, видно? Ну да, видно, в принципе, что ошибка есть. Вот. Давайте разбираться, почему так происходит. Значит, если мы, давайте вот так, посмотрим на ошибку, у нас есть с вами, вот, возвращается юзер и видео, соответственно. И быстро тарахтел, что пока говорил, слово забыл. Если мы заглянем с вами вовнутрь базовой модели, мы же передаем с вами метакласс. О, бог ты мой, метакласс. Если мы заглянем вовнутрь нашей с вами модели, смотрите, что мы с вами ожидаем. Вот он наш init. Мы ожидаем некое data, которым может быть, ну, any. То есть зачем я вам это показываю? Суть какова? У нас может быть эта информация передана как словарь или как именованные аргументы. То есть, что имеется в виду под словарем, это как раз вот это вот, давайте мы с вами это добро развернем. Мы с вами ожидаем, что у нас будет некий юзер и некое видео. Давайте посмотрим на нашу схему. Вот он юзер, вот он видео. Вот мы в принципе вот таким образом передаем. То есть точно так же, как мы передавали с вами вот здесь. Помните? Title, description мы указывали. То есть это у нас именно именованные аргументы. Хорошо. Давайте, так, сейчас я проверю, работает ли у меня терминал. Да, терминал работает. Давайте я отправлю запрос. И мы все равно с вами получим ошибку, которая говорит о том, что... Блин, ее не видно. Сейчас у меня сервер отключится. Видео у нас идет ошибка с description. Почему? Это мне уже интересно. Все верно. Вот здесь у нас эта ошибка произошла по той причине, что в description я оставил int. Это уже мой косяк. Мы переделаем его на строку. И, соответственно, здесь мы передаем с вами строку. Pydantic не смог преобразовать это в число, соответственно, мы увидели ошибку. Сама ошибка нам говорит о том, что какое поле не могло быть преобразовано. Смотрите, то есть у нас есть getVideo модель, он говорит, у нас есть некое поле видео, а в этом поле у нас есть description. И вот этот description он не смог валидировать верно. И вот, соответственно, сама ошибка. Value is not a valid integer. Видите? Я глянул сюда, здесь у меня строка, которая не может быть преобразована в integer. Соответственно, мы получили ошибку валидации. Вот таким образом можно понимать, читать ошибки Pydantic. Хорошо, давайте я это добро запущу. И проверим еще разочек. Смотрим. Теперь мы видим, у нас есть user с его информацией. У нас видео с ее информацией, с его информацией. Теперь у нас все сериализовано и работает верно. Хорошо, если мы вернемся, мы посмотрим, что в принципе мы передали наши как бы словарики, да,
Но здесь мы это указали в виде чего? Правильно, в виде наших с вами аргументов. То есть мы именно передали именованные аргументы. Как мы можем с вами это добро еще обработать? Каким образом? Смотрите, давайте я сюда импортирую еще нашу модель user. И теперь я не прямо вот таким образом словари хочу передать, а я хочу передать именно Pydantic модели. То есть если бы эти данные были у нас сначала валидированы нашими Pydantic моделями, вот, ну, грубо говоря, мы их как-то там создавали зачем-то, и потом в другую Pydantic модель передать. То есть как это можно сделать? Давайте попробуем вызвать наш user. Это у нас модель user. Вспоминал, как назвал ее. Модель user. Здесь поставим звездочки. А здесь у нас будет upload видео. И тоже поставим звездочки. Вот. И теперь это добро мы передаем в наши аргументы. То есть мы именно будем передавать объекты наших моделей Pydantic. Вот, которые мы построим. Смотрим, будет ли эта штука у нас работать. Так, где это? Ой, я делаю, а сам вам этот Chrome не показываю. Обновлю страничку. Вот наше видео. Выполняем запрос. И видим, что все было также прекрасно валидировано. И ответ мы получили. То есть, в принципе, для, как бы, как сказать, дополнительной валидации вот таким образом нам не нужно делать. То есть, в предыдущий раз мы с вами увидели, что даже если у нас где-то произошла ошибка, то Pydantic, так как мы указали с вами вот здесь, какую модель мы хотим использовать для данных свойств, то он на основе этих моделей и как раз нам валидировал наш description. То есть он указал, что в поле видео есть некий description, так как это класс upload видео, и что мы ожидаем int, а он не может его преобразовать. Но я вам показал, что просто если, ну, по каким-либо причинам у вас, к примеру, пришел, возможно, запрос от пользователя, соответственно, оно приходит у вас с Pydantic моделью, да, когда вы их принимаете, и вы можете также их передавать в другую Pydantic модель, оно прекрасно будет работать. То есть не обязательно там как-то это преобразовывать и так далее. То есть вы можете прям объект туда херячить. Вот, это очень важно для понимания самого Pydantic. Так, хорошо, с этим разобрались. Давайте я верну наши словарики, чтобы не нагромождать код. Теперь отвечаем на вопрос нашего зрителя. Нашего телезрителя. Забыл, как. Евгений. Вот. Можем ли мы сделать вот таким образом? Давайте проверим. Что мы делаем? Мы с вами переходим в документацию. И пытаемся выполнить запрос. И получаем с вами 500-ю ошибку. Давайте разбираться почему. Открываем терминал. И смотрим на ошибку. Поле... Так, видно ее? Видно. Поле user еще не указано, да? И, соответственно, оно должно быть вызвано как getVideo update reference. Соответственно, таким образом мы не можем сделать. Что это значит? Это значит, что вот эта штука, вот это вот, это у нас по сути строка. Понимаете? То есть это уже у нас не тип данных. То есть это строка. Вот это через двоеточие мы с вами указываем именно тип str, int, другой объект. А объект это же тип данных. Ну, логично, логично. Любой тип данных в питоне это объект. Соответственно, если мы указываем класс, это тип данных. Просто называется он в нашем случае user. Вот. Вот. Видим, что у нас информации о нашем запросе абсолютно ноль. У нас ничего нет. Если мы посмотрим, к примеру, вот здесь, у нас пишется, вот видите, будет вот так вот. Ответ тоже непонятный какой будет. Беда какая-то. Здесь, если мы глянем,
тоже непонятно, какой ответ мы ожидаем. Здесь вообще непонятно, что нам придет, да? То есть, э, документация, не документация. Соответственно, смотрим, открываем наш PyCharm. Вот здесь, в нашем декораторе мы передадим следующее. Называется это response model. И мы укажем, что наш response model это будет getVideo. Вот таким образом. То есть та модель, которую мы ожидаем как ответ, который мы будем давать. Не ожидаем, а вернее, как мы передаем ее. Давайте посмотрим теперь в нашу документацию. И видим, что теперь у нас автодокументация понимает, какой у нас будет ответ, и ее демонстрирует. Вот. Понятно, да? Но вот этот response model нам нужен не только для автогенерации документации, чтобы у нас высвечивался правильный ответ, а к тому, что таким образом сам FastAPI понимает, какой у него будет, в принципе, ответ. То есть, если мы вот это добро перенесем в некое, давайте здесь мы сделаем некую переменную info и создадим данный объект от модели getInfo и просто отдадим сам info, то по идее у нас все с вами должно продолжать работать. То есть мы передаем, понимаете, именно сам объект. Смотрим, у нас все прекрасно работает. И документация точно так же строится. Соответственно, в сами параметры нашего декоратора, то есть наших методов, которые мы можем передавать, пожалуйста, вот такое количество. Все они описаны в документации. Вы можете просто их копировать и в поиск документацию вставлять и читать, для чего какой аргумент нужен и что он позволяет вам делать. То есть не всегда, не все рауты, не все наши эндпоинты должны с вами именно определяться response model. Мы можем их указывать и по-другому, ну то есть как бы и для автогенерации документации, к примеру, и вообще по работе нам не всегда удобно делать response model. К примеру, вы можете отдавать информацию не в виде моделей пайдантика, а у вас может быть отдаваться 3 модели пайдантика. Понимаете, у вас может быть 25 моделей пайдантика отдаваться. То есть у вас сложный, большой JSON какой-то отдается. Или там сложная структура. Соответственно, у вас может это быть файл, у вас может это быть HTML, да что угодно. Соответственно, в зависимости от этого у вас будет и разная информация. Но зачем нам FastAPI это нужен? Как раз одна из его фишек это автогенерация документации. Но если у вас не генерируется документация правильно, то есть смысл пайдантики отпадает. Поэтому как раз вот этот вот и response и позволяет нам правильно описать то, что будет отдавать наш с вами URL. Пожалуйста, Евгений. Так, соответственно, по поводу респонсов. Значит, сейчас я вам покажу. Быстренько я покажу в документации. Значит, смотрите. Суть какова? Все в том же туториале нашего PastAPI. У нас есть здесь Advanced User Guide, то есть это уже для продвинутых товарищей, значит, гайд. Давайте я немножечко так это добро увеличу. Вот. Значит, суть какова? Здесь у нас есть с вами респонсы разные. Значит, и вы можете изучить их, посмотреть, как вам куки возвращать, заголовки, статусы и так далее, и так далее. Значит, то, о чем я вам говорил. Вот у нас есть с вами некий response model item, да, то есть мы ожидаем некий ответ. Вот здесь мы с вами будем возвращать некий словарик, соответственно, он как раз и будет у нас вот этим нашим айтемом. Но если у нас что-то с вами по-другому, мы должны с вами вернуть ошибку, к примеру, 404. Видите, здесь у нас возвращается JSON response, то есть есть такой специальный класс. И, соответственно, у него есть некий контент. Контент это у нас некий месседж, да, и там item not found, то есть обычный, грубо говоря, словарик. И статус-код. Так вот, у нас есть с вами возможность указать responses и какой респонс у нас может быть. Это 404 и то, что мы с вами передаем. А передаем мы с вами model message. Что данный model message
о чем говорит. Вот он, пожалуйста, модель Pydantic message. У него есть некая строка message. Соответственно, вот здесь мы ее с вами и передали. Таким образом, на основе данного контента, вот здесь вот, будет преобразовано это в ответ. Но так как у нас с вами идет автогенерация документации, то вот здесь у нас будет указываться, что у нас будет некое сообщение. Давайте мы возьмем наш код, вот этот, из документации, и у себя попробуем реализовать, чтобы не... Понятно, непонятно, из чего это бралось, а именно, как говорится, затестировать. Сейчас я скопирую и продемонстрирую. Так, хорошо. Значит, смотрите. Саму модель message я поместил вот сюда в наши схемы. Теперь я ее импортирую. Соответственно, я добавил в наш декоратор возле нашего response model get video responses наш 404 ответ. И здесь я уже буду возвращать не info, а вот этот JSON response. То есть в любом случае мы будем получать с вами 404 ошибку. Это просто сделано для наглядности. Соответственно, вот этот JSON response у нас может импортироваться из Starlet. Напоминаю, что FastAPI основан на Starlet, и большинство всех этих фишек, которые есть в FastAPI, они у Starlet взаимствованы, основаны на Starlet. Но в примере вот этот JSON response у нас не из Starlet, а из FastAPI. То есть у вас в FastAPI точно так же есть responses, и там есть JSON response. Что эта информация вам дает? Зачем я это говорил? Соответственно, структура следующая. То есть структура фреймворка Starlet. Если вы захотите более глубоко в это погрузиться и почитаете документацию фреймворка Starlet и увидите где-то какие-то импорты, то в 90% случаев в FastAPI вот это имя Starlet будет просто заменено на FastAPI. То есть у нас получится следующее. Если здесь мы импортировали от Starlet responses, то в моем случае это FastAPI responses. То есть FastAPI сохраняет точно такую же структуру, как и Starlet. Это сделано специально, чтобы меньше было геморроя искать эту информацию. Вот такой лайфхак. И отправим запрос. Видим наш message, да, not found. Но если мы посмотрим на 404 статус, вот здесь, в документации, он будет говорить, что not found, да, не найден, ну, то есть 404 у нас есть. И это будет некий месседж, вот, стринговый. Видим. Теперь давайте мы вспомним и уберем, как это у нас было. Мы уберем вот этот responses. То есть с ним у нас есть эта информация, без него у нас нету даже 404 ответа. То есть непонятно, что будет при 404 ответе, при 401, 400 там каком-то. То есть, понимаете, вот этот вот как раз responses нам позволяет указать в документации то, что будет у нас происходить с вами, если произойдет какая-то ошибка или будет какой-то ответ. То есть мы также видим, что... Давайте вернем. Вот здесь у нас возвращается некий статус, там 200. Мы можем с вами указывать также статус коды. То есть, давайте вот здесь у нас на upload image у нас post запрос. Если мы посмотрим с вами в документацию, вот image, видим, что у нас будет 200 ответ. Видите, 200 ответ. Мы ожидаем некий файл, у нас будет 200 ответ. При ошибке 422, да, то есть это validation error, у нас будет некий ответ. Откуда берется вот эта 422 ошибка и validation error? Она берется оттуда, что в самом, так как мы указали с вами, что мы будем браться, ну, у нас будет зависимость от файла, соответственно, FastAPI понимает и сразу добавляет, у него есть свои валидаторы, и он сразу добавляет возможную ошибку валидации. Соответственно, но у нас может быть не 200 ответ от сервера, а 201. И нам нужно это изменить. Как это мы можем сделать? Давайте здесь мы укажем, что мы хотим передавать статус-код, а статус-код у нас будет 201.
Так, вот. Соответственно, перейдем теперь в нашу документацию, обновим ее. Видим, что наш статус-код изменился на 201. Видите? То есть таким образом мы можем управлять нашей документацией. Все очень просто. И, соответственно, это нам позволяет, когда мы читаем код, также понимать, что у нас будет. То есть некие дефолтные настройки, вот, мы можем их, в принципе, с вами менять. Так, как я уже говорил, мы можем с вами отдавать абсолютно разные респонсы. То есть вот вам демонстрация, к примеру, JSON response. Давайте мы с вами уберем отсюда 404. Нет, давайте мы ее оставим. Но статус мы будем возвращать с вами не 200, ой, не 400, а 200. И, к примеру, некий контент. Давайте не not found у нас будет. А info. Вот так. Давайте посмотрим, работает ли оно. Так, это у нас с вами видео. Видим, что модель у нас никак не изменилась. Давайте попробуем получить данные. И мы получили с вами 500 ошибку. Да мать его, что такое сегодня? Одни 500 ошибки. Давайте разбираться, что за херня. Открываем терминал и смотрим, что object type get video is not JSON, значит, сериализация. Да? Мы не можем сериализовать, не JSON это. А что мы передаем с вами? Мы передаем объект нашей подантик модели. А что это такое? Это модель, это класс, это объект. Не JSON. Как быть? А хрен его знает. Значит, суть какова? Что мы можем сделать? Если мы вернем в предыдущий, так скажем, момент, то мы видим, что это у нас с вами словарик. Мы передаем словарь. Соответственно, этот словарь мог спокойно был преобразован в JSON, у нас все хорошо. Но мы с вами передали объект. И как же быть в этом случае? Очень просто. А давайте мы попробуем вызвать у нашего объекта такой метод, который называется dict. То есть все Pydantic модели, объекты их, имеют вот этот метод dict, который преобразовывает это в словарь. То есть информация, которая у него есть, преобразуется в словарь. И давайте попробуем теперь запустить и посмотреть, сработает ли наша хитро сделанная штука. Обновляем нашу страничку и пробуем выполнить запрос. Да ах ты, вы видели, работает. То есть таким образом мы, пожалуйста, передали данные не, так скажем, посредством FastAPI, да, ну, грубо говоря, а использовали уже другой респонс. Именно JSON респонс. Вот такая информация. Соответственно, с другими вариантами ответа, то есть как отдавать файлы, как мы будем с вами отдавать видео, чтобы оно воспроизводилось и так далее, мы будем это все рассматривать позже. Главное само понимание, что у нас с вами полностью все реквесты и все респонсы в нашей власти, и мы ими воротим как хотим. Но последнее, что я хотел бы просмотреть. Давайте мы еще наворотим одну функцию. Я сейчас вот так скопирую. Назовем ее, как мы ее назовем? Давайте назовем ее тест. Вот это добро мы все уберем, это нам не нужно. Возвращать мы будем с вами пустой словарик. Вот. Зачем это нам добро нужно? Соответственно, вопрос. Если мы приняли с вами определенное количество всякой интересной информации от пользователя, но нам нужно добраться до, так скажем, дебрей, дебрей нашего запроса. То есть, к примеру, что нам может понадобиться? Нам может понадобиться с вами узнать, с какого хоста был отправлен запрос, или сам вот этот сам request, то есть объект самого реквеста, который к нам приходит на сервер, и мы хотим его получить. Соответственно, чтобы его обработать, нам нужно как-то его достать. То есть, в принципе, мы понимаем, что у нас есть разные с вами там вот эти вот бади, модели, формы и так далее. Но мы в определенный момент хотим как раз получить информацию о реквесте, то есть сам объект.
Ох. Значит, как нам это с вами сделать? Где наш фастапи? Импортируем у него такую штуку, как request. И в наш вот этот аргументы функции мы передаем. Пусть будет это rec, который будет нашим реквестом. И что мы теперь сделаем? Давайте мы в консоли выведем наш вот этот rec. И давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Переходим в нашу документацию. Обновляем страничку. Вот наш тест. Понятно, что у нас тут документация не описана, но не важно. Execute. Вот мы получили с вами пустой словарик. Ответ 200, то есть у нас все хорошо сработало. Переходим в PyCharm, открываем терминал. Так, вам этого не видно, но сейчас я... Вот. И мы видим, что это starlet, request, request. И это объект такой-то. Видите, мы получили некий объект. Вот. Теперь мы с этим объектом можем как-то работать. Давайте мы попробуем узнать, что у нас здесь есть. Так, интересно, у вас это показывается? Сейчас я... Ай, блядь, сломал. Непонятно. Всплывающие подсказки видно вам? Не видно, блин. Не видно всплывающих подсказок. Ну да ладно. Вы знаете, что у нас есть подсказки кода. Здесь у меня есть разные атрибуты. И, к примеру, у меня есть такой момент, как user. У данного юзера у нас есть вариант получить некую информацию. К примеру, dict. Так, сейчас я отправлю запрос. Ай. Ой, блин, dict сделал. Да, это я погорячился. Я перепутал данного юзера с нашим вот этим юзером. Это совершенно другой запрос. Ой-ой. Ой-ой. Бывает. Бывает, как налажаешь. Так, сейчас. Отключайся. Мы указали, то есть наш request, rec, без URL. И увидели наш URL в консоли. Таким образом мы можем хост получать и так далее. То есть информация о вот этом реквесте. У нас также есть документация Starlet. И если вы попробуете, по-моему, найти это в документации FastAPI, то документация FastAPI вас отправит на документацию Starlet. Соответственно, давайте мы заглянем под капот и увидим здесь, что у нас вот этот request, он имеет определенные скопы, ресиверы и так далее. То есть проверяются методы запроса и так далее, и так далее. То есть это обычный наш с вами request. Соответственно, мы можем из него вытягивать разную информацию. Какую информацию мы можем с него вытягивать? Соответственно, опять же, ищем в документации. Вот, но чтобы вы просто понимали, что мы можем, каким образом мы можем получить доступ именно к самому запросу и получить из него нужную нам инфу. Вот. Поэтому изучайте, пользуйтесь, смотрите. Думаю, должно быть вам полезно. Так, в принципе, на сегодня это все, что я хотел рассказать о респонсах и реквестах и немножечко объяснить и затронуть, показать, как мы можем работать с нашим пайдантиком. Соответственно, так скажем, как использовать модели пайдантика. И затронули с вами немножечко формы, как нам передавать данные и просто формой, и JSON, и, соответственно, к примеру, в том же самом, когда мы передаем файл, передать сразу какую-то информацию.
Вот таким образом мы можем все это добро делать. Увидимся в следующий вторник. Приходите, не забывайте. Также не забываем про нашу группу Telegram. Всем спасибо. Пока.